Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, а также подписчиков своего канала. Новички, оставайтесь, здесь очень интересно. А те, кто подписчики, мои постоянные зрители, я вас отдельно приветствую. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши приятные теплые слова. Надеюсь, будем дальше также плодотворно с вами сотрудничать. Итак, я к вам с новым узором. Это у меня ниточки Yarnart Baby. Вот они, видите? Это все Yarnart Baby, просто у меня здесь есть большие мотки. И я решила из них сделать узорчик. Это стопроцентный акрил. Кто не знает, да, кто знает. Вы видите, такие маленькие моточки по 50 грамм, а это большие моточки по 100 грамм. И что нам говорит производитель? Берите крючок 3,5. Вот, мы берем с вами 3,5. Угу. Итак, давайте начнем с желтого. Я вам покажу принцип узора, а потом можем уже коричневый добавлять. Итак, кто видел мои видео, знает, а кто не видел, обязательно посмотрите, лайкните, прокомментируйте, напишите свой отзыв. Я набираю небольшие образцы в районе 30 петелек. Да? У нас бывают исключения меньше и больше. Вот сегодня у нас будет как раз то самое исключение. Мы наберем с вами буквально 29 петелек, нам это будет за глаза. Мы поймем, сколько необходимо пряжи на то или иное изделие. Узорчик несложный, как всегда, но прикольный. Итак, приступаем. Зафиксировали нашу петельку и набираем 29 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Угу. Я считаю, что достаточно. Итак, сейчас мы с вами делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. А дальше мы считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. И в нее провязываем столбик с накидом. Но это будет столбик у нас удлиненный. Потому что мы будем провязывать не по 2 петельки, как всегда, 2 и 2. Да? А у нас есть узоры, где мы провязываем вначале одну. В этом случае будем сначала одну, потом 2, 2. Он так у нас чуть-чуть вытягивается. Но нам этого буквально чуть-чуть и достаточно. Нам не нужно с 2 накидами и так далее. Итак, мы весь ряд провязываем данными столбиками. То есть первый ряд вообще не сложный. То есть еще раз накид, крючок ввели, вытянули ниточку, провязали одну петельку, 2, 2 и так далее. Если вы набираете точно так же 29 петелек, у вас должно получиться 29 столбиков. Если вы набираете больше или меньше, естественно, для себя высчитывайте, да? Итак, столбики вытянутые с одним накидом. Давайте довяжем до конца и встретимся. Итак, смотрите, вот я завязала практически до конца. Да? В моем случае 29 вытянутых столбиков с накидом. И вот здесь вот я хочу показать вам, как я буду присоединять новую ниточку. Новички, возможно, вы не знаете. Постоянные, так скажем, зрители, вы уже знаете. Вот последний столбик я ввожу. Так, вне зависимости от того, какой это будет столбик, вот в моем случае вытянутый, да, одна петелька, 2. И когда остаются 2, мы вводим новый цвет. Это может быть обычный столбик с накидом, это может быть без накида, с 2 накидами. Сам факт. В последние 2 петельки мы вводим новую ниточку. Итак, коричневенькая. Ввели. Одна воздушная петелька. Подтянули желтенькую, подтянули коричневенькую. По узору у нас идет поворот. И сюда же, вот сюда же мы провязываем столбик без накида. Есть. Дальше мы с вами провяжем еще 2 столбика без накида. Раз, два. А теперь смотрите внимательно. Накид. И мы, видите, вот наш следующий столбик, вот этот вот. Мы вот так вот наше вязание, хоп, повернем для удобства. И в ножку вот этого всего столбика, вот этот весь столбик, видите, мы будем вводить крючок, вытянули, накид, второй раз, вытянули, накид, третий раз, вытянули, накид, четвертый раз, вытянули, накид, пятый раз, вытянули, шестой раз, вытянули, седьмой раз, вытянули. Понятно? А теперь мы с вами должны будем провязать все полностью за раз. Хоп. Последние 2 петельки оставим и вот так вот зафиксируем. Класс. Вот такая у нас получается необычная шишечка-бубочка. Дальше что делаем? Следующий столбик, видите, у нас идет. Мы провязываем следующие 3 столбика без накида. Раз, два, три. Опять поворот.
И вот всю ножку вот этого столбика, вот она, видите, мы будем точно так же провязывать. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Накид. 6. Накид. 7. Все вместе провязали. 2 последние петельки провязали отдельно. Оп. И сразу же переходим к следующему столбику. Раз. 2. 3. Понятно? Вот такие вот шишечки-бубочки получаются. Сами справитесь до конца ряда? Несложно, да, согласитесь? Давайте до конца ряда, и там я вас встречу. Так, смотрите. Вот я довязала практически до конца. У меня здесь, получается, делаю столбик без накида, в итоге 3 петельки подъема, да? Оп, все, ряд закончен. Дальше 3 петли подъема, 1, 2, 3, поворот. И сейчас мы будем в каждый столбик, да, вот который у нас образовался с этой бубочкой, тоже мы будем в него провязывать наш столбик, вытянутый столбик. Так, вначале 1 петелька, 2, 2. Поняли, да, почему начала с желтого? Потому что он яркий, и на нем будет, ну, виднее, понятно. Все, то есть дальше вяжем столбики опять вытянутые. 1 петелька, 2, 2. До конца ряда ничего в этом ряду сложного нету. Угу. Дальше, как только провяжем до конца ряда, я вас там встречаю. Договорились? Давайте посмотрим, что получится. Итак, смотрите, я провязала до конца весь наш ряд. Но последний столбик я не провязала, то есть оставила 2 петельки на крючке, потому что я здесь буду добавлять новый цвет. Провязываем новой ниточкой, ну в моем случае старой, желтенькой. Раз, и воздушная петелька по узору. Подтягиваю коричневую, желтую не трогаю, чтобы край не зажулькать. Поворот. И сюда же вяжу столбик без накида. Так. Провязываю еще один столбик без накида. А теперь буду вязать такую же бубочку, только желтого цвета. На темном плохо видно, да, но вот на ножка нашего столбика. Накид. В ножку. Точно так же 7 раз ввожу не крючочек. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Накид. 6. Накид. 7. Провязываю все вместе. Оставляю 2 петельки на крючке и провязываю их вместе. Все то же самое. Следующие 3 столбика провязываю столбиками без накида. Раз. 2. 3. И потом опять точно такая же бубочка. Угу. Накид. Вот он наш следующий столбик. Мы его берем и в ножку провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вместе провязали, оставили только 2 петельки. И потом 2 петельки вместе провязываем. Хоп. И опять следующие 3 столбика без накида. И так до конца ряда. Раз, 2, 3. Понятно? То есть ничего сложного вообще. Гляньте, как желтенький переливается, да? Давайте сделаем несколько рядочков, потому что вообще узор несложный. Вырастим наш образец и потом посмотрим, что получается. Договорились? Давайте. Так, смотрите, как прикольно получается, да? Супер. Итак, тут получается, по моим расчетам, тут 2 столбика осталось. Раз столбик и последний столбик без накида. Дальше что мы делаем? Этой же ниточкой 3 петли подъема, накид. И опять провязываем каждый столбик, провязываем вытянутым столбиком с накидом. 1 петелька, 2, 2. Так, здесь хорошо видно вот эту нашу бубочку, видите? Вот косичка. Мы за нее беремся и тоже провязываем 1, 2, 2. И так далее. В моем случае 29 будет столбиков с накидом. Круто? Круто. Ровненько, аккуратненько и так далее. Принцип вам узора понятен? Я думаю, понятен. Гляньте, что будет такое необычное. Итак, давайте мы вырастим наш узор. Да, то есть сейчас мы закончим желтеньким. И потом будем делать точно такие же бубочки, как в этом ряду нашем. Бубочки вернулись коричневым. Желтые бубочки вернулись коричневым. И так далее, и так далее. Угу. Гляньте, будет прикольно. Давайте встречаемся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите. Я связала несколько рядочков. Гляньте, как прикольно.
Гляньте, все в таких шишечках, бубочках. Сделала небольшой узорчик, потому что повторяется одно и то же монотонно. Подумала, в следующий раз надо будет вязать, во-первых, расстояние, наверное, между шишечками подлиннее, да? Побольше, несколько петелек. И, наверное, чередовать. То есть ряд пустой, ряд с шишечками, ряд пустой, ряд с шишечками. Хотя и так можно, часто тоже прикольно. Согласитесь, да? Хотите, скажу, как я решила назвать его. Ну, прежде чем его вязать, я решила назвать его колорадский жук. Представляете? Такая вот фантазия у мастера. А потом, когда начала вязать, такая думаю, да не, пчелка, наверное. А? Похоже? Гляньте, изнаночка. Аккуратненько, все ровненько. Лицевая сторона такая необычная. Если, смотрите, если, например, допустим, взять бело-красный цвет ягодки, да, если, например, взять зеленый цвет, например, там листочки, бубочки там и так далее с белым, тоже будет шикарно смотреться. Вообще контраст такой прикольный. У меня вот такой вот колорадский мой жучок. Итак, мы набирали 29 петелек. Так, образец у нас нынче такой небольшой. Что получается? Это получается 17 сантиметров. А тут у нас получается раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочков. Ну, они такие вот компактненькие. 7 сантиметров, но с небольшим хвостиком. Угу. Что это? Ну, плед в первую очередь, да? Бросается, так скажем, плед. Еще раз повторюсь, бубочки можно делать по расстоянию побольше друг от дружки. Можно делать одним цветом, можно разными цветами. То есть, допустим, коричневый выпускать обычными столбиками, желтенький с бубочками. Ну, или в вашем случае любой другой. Зелененький, красненький, беленький, голубенький и так далее. Но сама идея, скажите, прикольная. Да? Прикольно. Итак, надеюсь, вам понравилось. Попробуйте данный узорчик, напишите отзыв. Естественно, жду от вас ваши предложения, как назвать и куда применить. Потому что пока я название так и напишу. Либо колорадский жучок, либо пчелка. Угу. А уже в комментариях выберем интересное название, интересное предложение, куда можно применить. Итак, с вас лайк, комментарий, подписка, если вы этого еще не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. До новых видео. Пока-пока.